Рад приветствовать вас, дорогие друзья. Меня зовут Виталий Деглин, и сегодня я хотел с вами поговорить о достаточно важном навыке. Это умение задавать вопросы, навык задавания вопросов. Итак, тема сегодня – это техники задавания вопросов. Давайте вначале определимся, что такое вопрос. Вопрос – это форма мысли, выраженная в языке предложением, которое произносят или пишут, когда хотят что-нибудь спросить. То есть узнать или получить какую-то информацию. Основная задача вопросов – это определить реальные потребности человека и оценить его готовность действия. Сначала диагноз, затем рецепт. Так работают врачи. Сначала определить потребности, мы говорим о покупателе, так, а затем сделать предложение то, которое именно человеку надо. Желательно задавать не более 2 вопросов подряд с последующим обобщением услышанного. Существует 2 категории вопросов, которые я сегодня хотел рассмотреть. Их намного больше, но 2. Это закрытые вопросы, чтобы они используются, чтобы направить и контролировать ход нашей беседы. И закрытые вопросы – это вопросы, на которые возможны ответы только 2 словами – да или нет. На начальных и завершающих этапах продаж не рекомендуется задавать закрытые вопросы, поскольку на некоторые из них мы можем получить нежелательный для себя ответ «нет». Открытые вопросы. Открытые вопросы – это те, на которые нельзя ограничиться односложным ответом «да» или «нет». Открытые вопросы помогают разговорить покупателя. Они, как правило, начинаются со слов «кто», «что», «где», «когда», «сколько», «как», «почему» и так далее. Задавая миролюбивые вопросы, мы с вами, скорее всего, получим миролюбивый ответ. Я думаю, что вы согласны со мной. Ответы, которые мы хотим получить, часто содержатся в вопросах, которые мы задаем. Каков вопрос, таков ответ. Народная мудрость. И в заключение я хочу привести слова величайшего продавца мира Фрэнка Беттеджера. Самый главный секрет искусства торговать заключается в том, чтобы узнать, что нужно другому человеку и помочь ему отыскать наилучший способ, как достичь этого. Это ответ на тот вопрос, который мы с вами можем получить, если мы освоим науку задавания вопросов. Я это часто использую в своей практике и хочу вам сказать, что это работает исключительно четко. Вопрос, ответ. Главное – внимательно слушать человека. Я вам желаю успеха в ваших начинаниях, счастья и высоких уровней дохода. Всего доброго.